Водолеи, рада приветствовать вас на канале. Меня зовут Ольга. Сегодня предлагаю вашему вниманию недельный таро-гороскоп с 4 по 10 января 2021 года. В раскладе у нас с вами, как обычно, несколько позиций. Не забывайте подписываться на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Мои контакты для записи на индивидуальный расклад вы можете найти в описании. Всех благодарю за просмотр, за ваши щедрые лайки, за ваши комментарии и подписки. Отдельную благодарность выражаю спонсорам канала. Итак, общая атмосфера недели. Боже мой, что это такое? Все отдыхают, вы работаете, что ли? Что придет к вам на этой неделе? Что уйдет от вас на этой неделе? Совет карты. И сюрприз, либо неожиданность этой недели. Итак, общая атмосфера недели. Восьмерка пентаклей в прямом положении, король пентаклей в прямом положении и королева пентаклей в прямом положении. Ну, да, видите, что три аркана, все масти одной пентакли. Тем более восьмерка пентаклей это может быть сама работа. Если вы соискатель, как ни странно, да, при том, что неделя выходная, вы найдете работу на этой неделе. А у кого-то может созреть план организовать семейный бизнес, потому что здесь у нас с вами пара вышла, да, король и королева. Если вы не организуете совместный бизнес с вашей женой или с вашим мужем, здесь может идти речь о том, что необходимо поработать над отношениями, что бы там ни происходило. Все ли у вас хорошо с вашей точки зрения или не очень хорошо, да, здесь необходимо приложить свои усилия для того, чтобы отношения вышли на какой-то новый уровень, то есть поработать над ними. Но лучше уж, мне кажется, чтобы это была работа в плане заработков. Ну, это вам решать, над чем вам работать, но над чем-то работать придется, да, или оттачивать свое мастерство. Может быть, кто-то взял работу на дом, да, буквально не ходит ногами на работу, но занимается какими-то делами. Может быть, вы самозанятый, да, или там ведете, может быть, свой блог, да, и все равно работаете, несмотря на то, что выходные дни. Но в целом карты хорошо ложатся, да. Если как бы к вопросу финансов обратиться, здесь финансы будут, поступления будут. Могут они идти непосредственно от вашего усилия, да, или от вашей работы. И могут они идти от партнера по личной жизни, если он у вас есть. Или это могут быть какие-то семейные деньги, ну, даже в качестве, может быть, подарка. Но даже если будет в качестве подарка какая-то сумма, просто знайте, что вы ее заслужили. То есть по факту вы как бы это заработали. Да? Ну, может быть, там родители вам дарят какой-то такой серьезный подарок, но вы его заслужили. Это не какие-то чудеса чудесные, вдруг откуда ни возьмись, да, появился какой-то незаслуженный подарок. Здесь все заслужено. Об этом же нам здесь говорит старший аркан правосудия в прямом положении. Ну, давайте смотреть, что придет к вам на этой неделе. Старший аркан император в перевернутом положении, старший аркан правосудие в прямом положении и четверка жезлов в перевернутом положении. Если вы находитесь в каких-то судебных тяжбах, ну понятно, что суды сейчас не работают, но знайте, что если есть суды, и даже если вы вдруг не выиграете этот суд, здесь надо посмотреть на ситуацию объективно, не только с точки зрения закона нашего светского, но и с точки зрения закона высших сил. Потому что справедливость – это кармический аркан, и он говорит о том, что каждый из нас получает по заслугам. Чаша весов здесь равна, да, что посеешь, то и пожнешь. Если же правда на вашей стороне, и вы нигде никогда не накосячили, никакого там отката, обратки не может вам прилететь, бумеранга, скажем так, да, потому что здесь речь не идет совершенно про магию. Здесь речь, ну, может быть, только про
справедливости высших сил. Вот если вас справедливость высших сил не устраивает, ну, знайте, что все равно это как-то незаслуженно не бывает. Да, все мы заслуживаем. Что касается переездов, поездок, может быть, приобретения жилья, смены жилья, на этой неделе это не проиграется. Но здесь вероятность того, что вы сами откажетесь от планов, да, даже, может быть, кто-то откажется делать ремонт, например, было в планах сделать ремонт, и вы решаете, что нет, давай перенесем там на лето, например, да, или на какой-то другой период времени, на весну как вариант. Почему бы и нет? То здесь могут поменяться ваши планы, но это ни в коем случае не в худшую для вас сторону. То есть это ваше, может быть, решение. И оно, по сути, будет для вас правильным и справедливым. В целом, что касается отношений тоже, да, если есть конфликт, вот не спешите рвать узы, особенно семейные, не спешите разводиться, да, для тех, кто не для тех, кто в ссоре, потому что здесь пара и пара женатых людей. Здесь просто нужно поработать над отношениями самостоятельно или при помощи семейного психолога. От чего у нас идут конфликты в отношениях? Когда мы не слышим и не понимаем других людей, когда наши обиды мы воспринимаем более болезненно, нежели те обиды, которые наносим своему партнеру сами. Вот это нужно понять. Да? Всегда своя обида, она своя рубашка ближе к телу. Если есть конфликт, миритесь. Здесь нет, по сути, повода для того, чтобы совершенно рушить все. Что уйдет от вас на этой неделе? Туз кубков в прямом положении, пятерка жезлов в перевернутом положении и старший аркан звезда в прямом положении. Здесь какая-то борьба у вас, какое-то соперничество. Не обязательно по поводу личной жизни, это могут быть карьерные дела, это могут быть здесь даже, знаете, как бы скрытый какой-то может быть интерес у третьих лиц, да, кто-то, может быть, с вами воюет, а вы вообще не в курсе, как вариант. В данном случае тоже, да, обратите внимание на вашего работодателя, на вашего близкого коллегу, но который может стоять выше вас, допустим, по должности или по заработной плате. Здесь может быть скрытая конкуренция. И направлена она совершенно точно на то, чтобы не дать вашим желаниям исполниться. Вот хорошо бы, конечно, подумать над этим вопросом, кто вам может из-под тишка вставлять палки в колеса. То, что здесь не открытый конфликт, это 100%. То есть вы, может быть, даже и не в курсе, почему ваши какие-то рабочие планы не сбываются, да, или почему вы не получаете шанс, допустим, вырасти в должности или вырасти в заработной плате. Здесь может быть вот как раз нечестная какая-то игра, которая мешает вашим планам. Вот тоже здесь к вам вопрос, зачем вы своими планами делитесь. Да? Нужно как-то немножко быть более закрытым человеком, потому что именно это и может, ваша открытость им может вредить. Не покупайте лотерейные билеты на этой неделе, потому что выигрыша здесь не будет. И смотрите в оба глаза, потому что здесь по заработку может проиграться хорошо, если вы не упустите шанс, не упустите возможность и не будете болтать, потому что кто-то тут точно у вас за спиной судачит и точно не желает вам добра. Совет карты. Король жезлов. Король жезлов — это карта действий. Причем посмотрите, сколько у вас тут придворных арканов, да, тут множество людей вокруг вас. Но вам нужно пересмотреть свой круг общения. Там совершенно четко, да, есть люди, которые позиционируют себя по одному, а по факту являются по отношению к вам совершенно другими людьми. Если вы сможете понять, проанализировать, проработать эту ситуацию, опять-таки партнер по личной жизни может вам дать какую-то подсказку, может быть, уже давал, но вы не готовы были слышать, да, не готовы были воспринять. А вот здесь нужно хорошенечко подумать, насколько вообще это вероятно, что это проигрывается у вас. И решать что-то, да, и предпринимать какие-то действия. Действия по королю жезлов всегда очень такие решительные, очень конкретные. Это не какое-то шатание, болтание. Это принять решение и двигаться по направлению его реализации.
Сюрприз либо неожиданность этой недели. Сердце, рыбы и лилии. Слушайте, ну у кого-то прям давние-давние отношения. В ссоре вы или не в ссоре, здесь по-разному, естественно, поскольку смотрит много людей. Но здесь пара, здесь правосудие в прямом положении. Если в ссоре, миритесь, потому что эти отношения обещают быть долгими, обещают быть крепкими, и эти отношения обещают приносить, в общем-то, хорошие плоды не только в плане эмоциональном, но и в плане материальном. Лилия — это энергия мужская, это не новое знакомство, вот чтобы вы поняли. По лилиям это старая связь, старая взрослая связь, крепкая связь, да. Здесь точно есть чувства, здесь точно есть любовь, и, конечно, нужно сохранять. Если вы на данный момент не находитесь в паре, высока вероятность того, что вы эту пару встретите. И встретите надолго. Но это будет взрослый человек, он может быть старше вас по возрасту, прилично старше. Он может быть не старше, а выше вас по социальному статусу. Но здесь отношения тоже обещают быть глубокими. Если про любовь, то здесь прям любовь такая настоящая, да, о которой мечтают все. В плане финансов здесь тоже проигрывается хорошо. Если вы планировали какой-то бизнес, но бизнес у вас должен быть с человеком, которого вы давно знаете. И еще раз, да, лилия — это мужская энергетика, и здесь партнер по бизнесу должен быть мужчиной. Тогда сотрудничество будет долгим, да, сердце в данном случае уже идет как партнерство, как пара, но не как любовного формата, как делового. И по рыбам здесь высока вероятность получения очень хорошего дохода. Вот такой получился прогноз, наверное, самый лучший из всех знаков зодиака. Благодарю за просмотр. Пишите, пожалуйста, в комментариях впоследствии, как у вас отыгралась эта неделя. И я с вами прощаюсь. До новых встреч.